Всем привет! И вы на канале Чернищики, где семья живет в лесу. Итак, через 2 дня мы уезжаем в путешествие, поедем на рыбалку в Астрахань. Поэтому как мы проведем эти 2 дня до отъезда? Закончим дела, какие у нас остались, и подготовим нашу усадьбу к отъезду. И все, и поедем. Мы сегодня немножко поэкспериментировали, и на ночь все вот эти 4 двери были открыты. То есть птица могла идти куда хочешь. Просто мы, например, встали с утра в 7 утра, а они уже в 5 утра гуляли. Что-то их за много, да? Ничего, 365 дней в году, и у нас 365 голов птицы, как раз будем не голодные. Каждый день будет тоже вкусно. А свиньи у нас всегда открытые, круглый год. И вот Зинка вот позапрошлую ночь сбежала в лес, целые сутки ее не было, а потом пришла уже, сразу видно, что была под кабаном забеременевшая, вся поцарапанная. Где-то с отверстий что-то торчит у нее. Ну блин, ну как есть. Опять у нас будут дикие поросята. Я вот сегодня даже прикинул про этих диких поросят. Это она родит, вот смотри, 30 дней, да? Ой, 3 месяца. Июль, август, сентябрь. Она родит в середине сентября, да? Даже, да, ну считай октябрь. Октябрь, ноябрь поддержим. И в декабре дадим их в рекламку. Кто у нас купит поросят в декабре? Вот кто купит двухмесячных поросят в декабре? Никто. Их покупают только весной, иногда осенью. Зимой они вообще никому не надо. Она как приведет сейчас, что мы с ней будем делать? А мы почему? Вообще мы опять не собирались. Мы хотели осенью взять себе поросенка. Осенью свежего. Хотели, чтобы он ее покрыл где-нибудь зимой. И чтобы весной она родила. А в итоге что она вытворила? Опять от дикого поросенка, свиньи дикой забеременела. Нежелательная беременность, короче. Мне кажется, или вы жрать у меня просите? Вот берет, петух бьет. Айза, смотри, какой хороший поросенок, да? Хороший, правда? Только его нельзя трогать. Айза, сразу отошла. Она их очень любит. О, Васька тут уже. Вася, у тебя конкуренты скоро появятся, походу. Будут другие дикие поросята. Так, ну что, Зинка пришла. Будем кормить всех. Зинка, пошли, Зинка. Зинка, идем кушать. Зинка, пошли. Иди сюда у нее посмотри, где нет. Прошлым летом мы даже на ночь не закрывали теплицу, помнишь? Да. Было тепло, а это лето еще такого не было, чтобы ночь была теплой. Чтобы было ночью там плюс 20. Ты, Валя, когда вернешься,
то уже половина твоих помидоров, Съедят. да, и закатают в банки. Пока что мы даже не попробовали ни одного, но их тут висит, я не знаю, десятки килограммов. Помидоров столько, что уже колышки не выдерживают, падают с этими помидорами. А кто мне весной говорил, у меня одна теплица для помидоров, другая для огурцов? У меня тут микс. Получился, да. В теплице получилось справа помидоры, по центру огурцы, слева перцы. Но огурцы, конечно, шикарные. Просто шикарные. Уже сверху висят спелые. Просто не представляете, какой корнишон сладкий. Что клубника. Надо вот такие большие кушать, а ты маленькие кушаешь. Большие. Может там есть с мяском, салатики. Просто сюда лица вот. И белкиного молока сверху. Пошли. Белки, чуть-чуть ячменя, чуть-чуть молотого зерна. Всего по чуть-чуть. И всегда добавляем сюда еще витаминов. Но она все равно не толстеет. Зрители часто пишут в комментариях, что я первое молоко все время пью, что первое самое постное. Ну, так я всегда свежего молока, потом тебе даю. Ну да, а последнее самое жирное. Мне, пожалуйста, с серединки дайте. Белка больше всего любит цельное зерно, она его выбирает. Но в цельном зерне витамины не спрячешь, поэтому мешаем всего по чуть-чуть. Челка, а тебе вначале. Булька. Нет у тебя компаньона по молоку. Ни куши нету. Но не кушай нету. А молоко очень вкусно с медиком. Вот молоко это класс. У нас такой, кстати, вот помните, когда гости к нам приезжали? Я вот на протяжении последнего года раз в день выпивал чашечку капучино. И вот когда гости приезжали, с одними попил капучино, с другими капучино попил. Потом чувствую такое от этого кофе, от этого капучино, такое состояние неприятное стало. И я думаю, нафиг оно это кофе вообще надо. Не было ни одной зависимости и не надо. И уже вот после того, как гости уехали, уже, наверное, второй месяц, не пью капучино. Вообще принципиально кофе не пьем. Опять, как и раньше. Как и в старые добрые времена.
Лучше молока выпить, да, Дик? Оно природное и полезное. Говорит, а чем мы пообедаем, пока гостей нету? Такая. Сейчас вареников налеплю. И интересно, что едим их каждый день. И не надоедает. Ну, а почему? Не знаю, невкусная. Зимой знаешь, чего будем готовить? Давай с картошечки, с творога. Сейчас с ягодами хочется, потому что жарко на улице. Я вообще очень счастливый человек, что тебе нравится их ягоды собирать, потом нравится лепить. И вообще нравится меня кормить. Так все любят, как ты ешь. Не только я. Да нет. Кто-то в комментариях пишет, что я как свинья жру. Ну я же-то вкусно ем, да? Все, Валька сказала, буду дальше так делать. Это водопой для наших животных, для свинок, для овец. Тут тоже рыба есть, поэтому тоже ряска. Ты что прилипла к ведру? Ну, иди размножайся здесь. У тебя рыбы хорошо поедят. Все, ждем гостей. Все здания помыты, везде вокруг подмели, порядок навели. Два гектара покошены. Причем покошено даже за гаражом, за сараем. Вот где участок заканчивается, еще и за участком покосил Ваня. Метров 20 за ним. Даже в сараях чисто. Можно встречать гостей. Когда вы будете смотреть это видео,
мы уже будем в дороге в Астрахань. Все, кто можно было, уже вылупился и родился. Единственное, что на погребе сидит павлиниха на яйцах. И я их сегодня, она встала покушать, я их просветил. Там всего лишь 4 яйца, все были теплые. И помните, я говорил, что не заигранные все. А на самом деле, вот я посветил, 2 было не заигранных. Одно такое, как будто через недельку вылупляться, а второе, как будто где-то через 1,5 недели вылупляться. Вот так вот как-то. Вот не знаю, может кто-то и вылупится, пока нас не будет. Павлинихи в неволе очень плохие наседки. Поэтому, когда их держат в клетках, то только через инкубацию. А у нас она на свободе. Думает, что мы ее не видим. А самой верхушке погреба. Наверное, это 3-летняя самка, которая наша. А те были 2-летние, поэтому яйца не заигранные. Ну, посмотрим. Остаются дела семейные. На их канале смотрите, вылупится кто-то или нет. Если вылупится, то надо, конечно, ее с этими павлинятами в сарай перенести будет. Гости пока не приехали. Ждем. Они должны просто переночевать и утром уже уехать к нашим родителям. Они вообще едут туда. Мы чисто заодно проведать племянника. Какая же у собак четкая иерархия. Айза уже стала сильнее, чем Булька и Найда. Она уже крупнее, но она им подчиняется. Булька старше, только рыкнет, Айза лежит сразу. Кто самый старый, тот самый главный. Не тот, кто самый сильный. Айза. Найдочка, иди сюда, Найда. Еще у нас на хоздворе нету травы. Неизвестно, когда она вырастет здесь. Пока у нас 100 голов птицы, то она здесь не вырастет. Уже когда на осень сократим, весной, может, подсеем сюда немножко. Каждый вечер у Валентины полив. Уже Яна будет поливать, да? Слышишь, надо летом, наверное, чтобы она вообще не в июле месяце не закрывала теплицу. Да, теплицу оставляем, Настя. Все-таки июль уже будет 30 днем, 20 ночью. Даже если забудет хоть одно утро открыть, будут просто сухарики останутся здесь вместо растений. Да. Овцы тут все объели, только стоит крапива. А крапива эта осенью тоже уйдет. Когда она подсохнет, крапива будет полезна, не будет так жечь, и осенью они даже папоротник съедают. А вот белка, вот смотрите, стоят колючки, и колючки тоже без верхушек. Белка эти колючки тоже потихонечку съедает. Вот те еще не съела. Гектар травы в их распоряжении. Но выходят с загона и начинают
поглощать просто жадно, как будто там трава другая. Тут больше выбор, походу. Вообще, вы же замечали, когда едете вдоль трасс, всегда вечером вдоль трасс пасутся косули, олени, лоси. Почему они? Они вот по вечерам кушают. По вечерам и по утрам. То есть вот на рассвете и на закате. Так и наши овцы. Очень любят вот час до того, как пойдут в сарай спать, плотно наесться. И утром, как только выпустишь сарай, плотно. А днем себе лягут в тенечек и целый день могут лежать, переваривать. Колючка, колючая. Белка, на. Белка. На вот колючку. Оп, все съела. Вы говорите, что она костями рыбьими подавится, или ей грунтовка с краской нипочем. Причем все в прикуску. Чуть-чуть кустарника, чуть-чуть колючего, чуть-чуть такого. Все по очереди есть, разнотравье. Если корова может кушать 100 видов трав, то коза может 400 видов трав есть, включая еще кустарники и деревья. Поэтому у козы считается молоко полезнее. Позвонили только что гости. Сказали, что 20 километров до нас осталось им. Где-то заблудились там. Первый раз к нам едут. Ну, как раз шашлыки приготовим, и как раз они подъедут. У нас, как всегда, самое наше любимое — это свиная шея. За счет того, что она с салком идет, она из-за этого сочная, жирненькая получается. Всегда. А знаешь, из-за чего шея сочная, в отличие от лопатки и задка? Чего? А в ней нету мышц. Ну то. Ну и салка есть. Она всегда мягенькая. Свинья же шея не шевелит особо, только ногами. Ну да. — 300 градусов сейчас. Положим шашлык, станет сразу 250. Как пожарится, уже станет 200. Как в духовке. Он уже пахнет. Быстро, да? Угу. Там огонь, может, тушить надо? Нет, смотри. Оп. И все? И приток воздуха уходит, смотри. Оп, закрываем. И он не может гореть без кислорода. Угу. И не может гореть. Может только жариться. Угли можно лишнее, чтобы не дотрагивалось, чуть-чуть выгребсти. Они уже вот затухшие. Поэтому тандыр, стол, вот мы не перенесли на тротуарную плитку. Потому что тут в любом случае, как ты ни крути, где-то жиром капнешь, где-то угли упадут. Лучше возле тротуарной плиточки вот вышел на травку и все. Валь, смотри, июль месяц. В этом году не было сезона мошек, не было сезона комаров, не было сезона мух, вообще никого. Я сегодня потеплело, я заметил первых оводов. Меня пару оводов сегодня укусило. Потому что не было воды. Васька, на. Да, наверное, потому что не было болота. Васька, на. Вот так живем в лесу и даже без комаров. Гулька, не гоняй его. Он тоже хочет кушать. Васька, на. Васька, иди сюда. Они его сюда вообще не пускают на тротуарную плитку. Никого. Гулька. Ну и молодцы, что не пускают. А ты приучаешь. Давай. Айза.
Все, они уже с минуты на минуту будут. Отлично. Пошли шашлыки доставать. О. Смотри, какие красные получились. Я сейчас бэкну кому-то там, а? Я тебе сейчас побэкаю. Болька, нагони их отсюда. Айза, Диль, давай, гони их. Скажи отсюда. А что там еще у тебя в микроволновке? Еще голубцы, еще котлеты. Ой-ой-ой. Едут. Мы все успели. Здрасте, а вас можно на видео поснимать? Снимай. Снимай, наверное. Они причесались, убрались. Приехали по этой дороге. Это как называется? Шакотис. Шакотис. Дима, Литовская. это тебе на тихий хутор вот будет там приезжать кто-то. В гости, да? Да. Их сразу даже... А вы не пропускаете, смотрите, да? Конечно, смотрим. Ты расскажи, я у тебя на работе. Да, кстати, у меня на работе. Ну, подходи с дороги. Яра твоя подписчица, Станкевич, Людмила Валентиновна. Она постоянно смотрит тебя, никогда не пропускает. Да вы мне кружку дадим. Да, вот я хотел напомнить. Садитесь, пока горячее, быстрее. Все, Валентина привезу. Руки помыть Вот можно прямо здесь, Это чтобы далеко не ходить. Приехала моя, получается, двоюродная сестра. Это мамина сестра родная. Тетя Ватя вообще, мне кажется, одно лицо с моей, да? Скажите, Да, похоже. Как Данута сидит, Ватя, Данута. И вот Мария тоже с Могилева, с Литвы, вот как Советский Союз распался, так вот осталась на территории Литвы уже, и что делать? Назад же не поедешь, да, ты Беларусь. Вот так вот и это. Вот, наконец-то первый раз в гости сюда приехали, первый раз. Мы едут, конечно, к маме, но заодно уже и к нам заехали. Не проминули по дороге. Не Да, проминули. здесь не были. Да, здесь по дороге. Вспомнила? Ага. Я помню, да, вот летом, как ты приезжал к нам Ага. и брал деда шапку и Да, собирал точно. яйца. Мы лазили. Да, я когда был да. вот такой Помнишь? маленький, На да, сеновал, у нас да. сеновалы полностью были забиты, а куры пролазили вот там сверху, вот такая вот дырочка была, щель. И они пролезут туда метров 20 в конец сеновала, никто из взрослых не мог достать. А я залажу, там, короче, гвозди торчат, паутина им в лицо, я иду, эти поклады, короче, они меня ждут, я насобираю им эти. Потому что куры так несутся, что ни один взрослый не насобирает яиц. Я туда залазю. Да, там мы с тобой когда-то уже лазили. вот это Но Дима всегда залазил всякие дебри, залезет, всякие дырки. А я уже как девочка думаю, не, я туда не полезу. Я всегда ждала, покуда Дима там налазит. На саженку ходили купаться. Сене этим. Помнишь? Всегда, Да, сено сложим, и потом ходили А самое купаться, в классное, баню мы- ходили, да. когда к бабе Юле ходили О. за молоком, носили то по очереди, но потом говорит, Дима, пошли самый новый. Моя прабабушка, да, а я же рассказывал, когда прабабушка Юля, она, сколько она прожила лет? 96? 99. 99? Да. 99? Но это уже когда лежала, наверное, 99. Не, ну все равно, Ну, она вообще вот- сколько прошло? ей на 99. Петра и Павла как-то было в 100 лет, а она зимой как-то или осенью поздно померла. Зимой. Ну вот. Так вот, И на- она жила сама на хуторе, вокруг леса только был. Ну, На хуторе в лесу жила. полтора Это же километра. от У нее берега. был земляной пол, мы приходили, у нее был пол из земли просто. Вот утюг был такой железный, куда угли насыпать. Мы и она жила одна там, а мы вот от деда носили ей каждый день молоко и хлеб. Каждый день молоко и Электричества не хлеб. было, да? Ну, не было у нее электричества, она называла меня Зимка. На велосипеде возили. Ты не возил? Да, так Я Дима пешком, я все время ходил пешком пешком, на и там велосипеде. вокруг нее грибов насобираю, иду назад к деду. Ну, по березнику столько грибов было тогда. Ну. Ну. И побежишь, и вот как-то вообще хорошо. Короче, куры и лес это у меня с детства. И везде, и сажал. И сажа.
1:30 ночи легли. И уже в 7:30 все гуляют. Когда у Айзы стали уши, то она начала быть похожа на овчарку. А была дворняга дворнягой, да? Просто она помельче, потому что девочка. И главное, что она умница, как овчарка. Все понимает с полуслова. Найдочка, иди молочка дам, иди сюда, Найда. Иди. Им колбасы, да, что они могут закопать где-нибудь. А молоко обожают. Это просто их любимая еда. Майка, пошли кушать. Давай, 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 давай. Айза? Айза? Торчесона нет. Ну, конечно, зимовой чеснок, вот именно что. Зимовой чеснок у нас больше, почему-то, не знаю Может, как потому это. что я его, может, поздно уже посадила. Как, А у нас не зимний, у нас Ну, это весенний. а весенний Вот это ясно. зимний. Ну, шпинат чуть-чуть меньше все равно. Ну, на вот лук, а это зимний, ну так вот все равно это как-то. У нас лук, если морковка, то лук очень, я считаю, на этот год у нас очень плохой. Вот всегда же вот привозила и было лука, то ну, не сравнить даже, нету этой, ну, наполовину меньше. Морковка такая, бурачки немножко меньше, фасоль меньше все равно. Этого. Все меньше. Ну, все меньше, вот за то, что... А огурцы, я говорю, помидоры... здесь теплее. Ну, а огурцы у меня на улице так посажены, вот такие вот. Не, помидоры, я говорю... В общем, в Могилеве где-то на 3 градуса холоднее, и все сразу. Больше холоднее. Во-первых, заморозки у нас очень долго были по 5 градусов. Вот. У нас цветы никакие, что даже а про розы такие близко, вот сколько у кого так видишь, не цветут еще. Но все равно, у нас именно то, что там, что накрыто под пленкой, огурцы вообще посадили на улицу, для этого, ну кто думал, сюда вот на улицу посадить, и огурцы нормальные. То яны, ну, которые есть кустовые садила, немножко раньше дома, я говорю, так яны вот такие, но все равно еще даже не цветут. Но они слабые в этом году тоже, ну, хуже, потому что пчелы не опыляют. Холодно было, пчелы не летают. А сейчас потеплело. Ну, а у нас самое то, что у нас было очень много вот так до 5 этой. Даже столько яблони цвели, все отморозило. Там крыжовники, вот где они? Знаете, обязательно прямо сейчас с утра надо съесть по маленькому огурцу. Да, давай. Помыть надо. Ой, эти Корнишончик. корнишончики какие. Давайте помоем. Этего. Не-не-не, вообще этого. Бутылки, наверное, набивать или в ведро и ставить. Я 1 год тоже высадила, ну, парнички. И тоже рано, я, говорится, помидоры уже перерастали и высадила. То я, вот заморозки начали, я тогда бутылки наливала 2-литровые и спасла. Ну, меньше. Салат, да, салат тоже. Салат, я говорю. Да, спасибо.
О, смотри, уже чай так быстро вырос, да? Только недавно вроде выбирали. Это Ника была у них. Я сам в шоке. Помните, я еще спросил, Валя, сколько ты сезонов, сколько за сезон соберешь? Она говорит, 2 или 3 раза соберешь. Вот, и тут больше будет, чем 2. И 3. Точно неделя прошла, смотри, опять щавель. Валь, ты видела, тебе опять щавель надо срезать и морозить? На глазах. О, горох, видишь? Посмотрите. Он еще маленький. Колобочек. Да, вот. Ага, бегут. Ой, они не боятся. К ним подойдешь, они даже бегать не будут. А вот эти бегунки туда. Смотри, это пошла. Ну, пошли и пошли. Это утка, знаю, только вот. Да, ну мы там подкинули Наша руки не должно. Может, что в эту, в салон, нет? Поставят, сейчас и ставят. Да, сейчас я... Такое мягкое будет. Вот, посмотри. Все, спасибо большое. Ну, всегда такое чувство было, вот все, как будто я в Обровник. Всегда там встречались, мы первый раз здесь, и как будто я не дома. Нормально здесь, отдохнули здесь нормально. Не то слово. Гостеприимные Спасибо хозяева. большое, да. Хозяева так слов Младших нет. накормили хорошо. Нет, вообще спасибо за все, Галечка, да, вроде бы ничего не забыли. Пока спасибо за все. Очень понравилось. Все, пока. Всегда поспокойно друг друга тоже очень здорово. Все, поехали. Пока-пока-пока. Надо так. До свидания вам. Как говорится, всю работу, что нам, как говорится, задумались, хорошо. Чтоб жарко не было, ветерок не было. Навигацию. До свидания. До свидания. Так, а мы не расслабляемся. Нам с вами надо дровник накрыть, потому что у нас... Как мы уедем в Астрахань, а если у нас у дровника крыши нет? Надо доделать работу. Поэтому сейчас хоть и жарко, хоть и оводы, но через не могу идем. Пошли. Ну это какой-то прикол. Вот все лето не было этих кровососущих, а сейчас столько оводов, вот просто за один день появились. Поэтому сейчас животных наших креолинчиком обработаем, потому что мы сейчас будем там работать возле них, а возле них этих оводов просто тучи, стаи, и они на нас кидаются. На человека переходят. Кушать, пошли арбузик кушать. Идите сюда, заходите. Быстрее, вот он. Кушайте арбузик, давай. Ну что, влипли очкарики? Так нам не подойти. Ой, свинью даже попалась. Свинью обработаем. Девочка. Чтобы тебя не кусали эти оводы. Слушай, как мне еще здесь ловить? Давай, может, сюда загоним вообще все. Там туда как баранов сразу это. Ну-ка, заходим. В клетку все заходим, в клетку. Белка, быстро. Иди тоже. Белка. Давай. Нечего было продаваться за еду. Все? Куда хотите, убегайте теперь. Я вас обработаю хорошо. Уже никуда не бегут, стоят. Уже понимают, что бежать-то некуда уже, все. Главное, глаза не подставляйте, и все. Будете мокрые. Почти 3 литра. Слушка, тебя тоже немножко обработаем. Пошли Ваську, его тоже не будет никто кусать. Ты видел, как он весь покусанный? Ну. Заходи. Васька. Вася, тут такое дело, мы видели, что у тебя прыщи в лоб. Надо, Вася, надо. Ты в глине купаешься, мы это видим, но тебе мало помогает. Это эффективнее.
Очень полезная штука креолин. Главное натуральная, можно сказать, а не химическая. Дегтем пахнет березовым. И не Гриша. Ладно, вас кусают, меня кусают из-за вас. Сейчас будут облетать нас. А ты умеешь бегать? Когда надо, то она летает, как будто молодая. Ну все. 3 литра на них вылил. Фу, должны... Запах такой, что даже муха боится к ним подлететь. Дровник у нас, вы видите, почти готов. Осталось только крышу. Крышу делаем из того, что есть. Я с чердака снял. Вот опять у нас таких стропилин кривых, какие-то пропеллеры, вертолеты, бананы, я не знаю даже, как их назвать. Вот это будет у нас стропильная система. Ну и доски тоже от поддонов. Ох и кривые, да? Надо взять сразу померить. Я надеюсь, пленка будет хорошо сдираться. Примерно будет вот так, сзади 20 сантиметров, а спереди нет, что называется. Стропилина 5 на 150, или это даже 200-ка, наверное. Но я такого гвоздя ж не найду, поэтому креплю на такие уголки ее. Крыша односкатка, легкая, должны выдержать. После того, как протравили у животных оводов, больше ни один не подлетел. Может еще того, что солнце. Сзади спуск сделал 30 сантиметров, а спереди сейчас сделаем 60. Будет нормально, правда? У меня полная кладовка забита всякими медикаментами для животных. Поэтому мы их поставим все в шкаф. Да, это шкаф специально мы. И будет все понятнее, все удобно. А потому что когда что-то хочешь найти, нужно всю упаковку достать, эту, все достать, а потом нажать все сложить.
Да, этот шкаф специально построился, чтобы от пыли в мельнице скрывать насос, бойлер и для медикаментов. Но тут не только медикаменты, тут у нас это колечки курам на ноги одевать. То есть это Тоже колечки что для кастрации, кастратор сам. В общем, тут просто товары для животных. Потом, когда надо, чтобы в одном месте лежали и расставлены были, чтобы понятно было, что где. Это корзинка для кастрации у Валентины такая. Ну, сейчас в помещении 26 градусов на полах. А включено и будет, чтобы включались на 10. В общем, в этом помещении минуса не будет, поэтому можно это все хранить. скальпели, ножнички. На крышу пойдет не только вот тот металл, но даже сам поддон. Хорошие доски 4-метровые, толщиной 4 сантиметра. Как раз мы с такого и делаем сейчас обрешетку для крыши. Досок таких впритык осталось. Это от всяких поддонов у меня. Толщина 40 миллиметров, толстенные. И в интернете тоже сейчас забил в гугле, какой шаг должен быть обрешетки для фальцевой кровли. И там было написано. Искусственный интеллект сейчас отвечает даже в гугле. От 20 до 40 сантиметров. Вот как раз у меня все доски 37 сантиметров. Можно было бы сделать 20, но уже досок нету. Потому что ну, не покупал это все, вот эти доски не покупал. Да тут тяжести такой не будет. Да, Зачем? стропила тоже остались от хозкомплекса. Вот, ну, я думаю, выдержит, да. Тут такой тяжесть, что тут тяжести. Вот это прикол, смотрите, только открыл краску. Смотри, как она обожает эти запахи, ароматы. Белка, в этот раз я тебе дам только палку облизать, если хочешь. Всё. Тоже краска у нас от пола осталась. Хотя нашел коричневый колер. Сейчас попробуем, может коричневая станет красная. Солнце ушло, оводы проснулись. Не становится он коричневый. Если была бы белая, то стала бы. Так даже более красный не стал. Но мне кажется, тон стал потемнее чуть-чуть. Кажется, смотри. Вообще ничего не стало. Ну, да.
первого заброса на червяка клюнул окунь. Ну вот. Валя покрасила. Утром будем накрывать уже. Амур наелся, ряски не клюет. Во какой. Светленький за счет того, что глина. Ну вот такой бандюга, смотрите, какой рот. Он и не дает хорошо развиваться тем же карасям, раком. Это же бандит, он все ест. На, пчелка. Это тебе. Кушай. Сегодня встал в 6 утра, пока солнца нет. Знаете, что я сделал только что? Уже прикрутил, а потом вспомнил. Пленку ж не сниму. Здесь и сниму наверху. Помните, у нас павлин все время дружил с уткой-бегунком, самцом. Так вот этот павлин очень дружит с петухом Кохинхином. Вместе гуляют постоянно. Тот бросит кур, тот павлинов и ходят. Этот павлин, так же как и прошлый, кидается на индюшек. Все время с ними дерется, провоцирует, поэтому Дик его постоянно гоняет. Если этому павлину тоже Дик раздерет шею, то я больше павлинов не завожу. Потому что Дик целый день охраняет, чтобы он не бил индюков. Целый день. А этот провокатор. Обожаю фальцевую кровлю. Можно ложить даже самому. С одной стороны замок, с другой стороны пару шурупов. И держится одним пластом. Только вот там я продрявил ее, потому что не знал, как закрепить. Самую крайнюю. Все. Все, закончили. Можно инструмент убирать. Вот здесь вот будет торцевая планка. А спереди я так ничего и не придумал. Это надо или специально заказывать, или оставлять так. Пока оставлю так и все. Давайте приступим к покраске пола. Потому что вот такая планка я нашел сверху. Боковая получилась. А это не подходит. Ну, только одна у меня больше нету. А короткими никак не прилепишь. Все, можно красить пол еще.
Ну, крыша доделана будет на 100%, стены, пол тоже. Единственное, что возле крыши вокруг надо чуть-чуть еще будет покрасить. А у меня кисточек нет, я их всех вывез на Тихий хутор. Поэтому сегодня приедет Артем, привезет кисточки. И уже, наверное, без нас это доделает. И уже тогда будет дровник сделан на 100%. Ну все, отхожу отсюда. Получился вот такой пол, стены коричневые и потолок опять такой как пол. Если бы я вам не сказал, что у меня просто краски не хватило, то вы бы сказали, какой дизайнерский получился у нас дровник. Цвет пола и цвет потолка в одном цвете, стены другие. Включил только что аэратор, потому что июль-август это критические месяцы для рыбы, мало кислорода, так же как декабрь-январь. В остальное время можно не включать. Еще хочу перед отъездом АМК поремонтировать. Тут Саня электрик расковырял, некрасиво. Надо сначала весь поврежденный снять, а это очень трудно. То есть это кажется, что вот я снять не могу вот много по миллиметрику. До такой степени этот гранит твердый. Сразу как будто он, когда мокрый, то он такой слоновой кости, а потом высохнет и побелеет. Сейчас пока что видно, где ремонтировалось, потому что цвет клея, видите, он слоновой кости. А когда высохнет, будет беленький, как везде. И если не присматриваться, то и не заметишь. Здорово! Привет. Так, пост дан. Пост принят. Вот ты опять приехала к нам. А где зубы твои делись? Все, я уже готова к новым. Это моя морожка, которую вы не доели? Да. Класс, я его выпью. Все. Ну все. Добро пожаловать домой. Все, я оставляю вообще в надежных руках усадьбу, потому что ты здесь уже много раз был, ты хозяин, ты с животными на ты, поэтому все нормально. Тебе можно здесь отдыхать, потому что в этот раз никто не рожает, никто не лупится. Просто, я не знаю, огород иногда там польешь, там, и можешь ничего вообще не делать. Рыбку половить. Ну что, вот. Мы не любим лежать. Ну что-нибудь поделаем. У нас два вопроса. Какую рыбу можно ловить и хотя бы два задания какого гуся каких-нибудь можно съесть? нам, чтобы нам... Прикиньте за гусями. Я красил вольер, и телефон был дома. А она говорит, я приехала, говорит, и я вас в лесу не нашла. Я говорю, едьте, говорю, потому что я завтра уезжаю. Она говорит, залог оставьте себе, говорит, я не поеду. У меня, говорит, дети без кондиционера. В итоге вы гусей... Никуша, вы гусей можете съесть? Съешьте, потому что они гоняют людей, они бьют яйца.
И за ними, походу, не приедут. И они уже 10 рублей отработали, отбили. Ну, мы как бы поедим. Ну. Да, Вот. так а по рыбе что? Рыбу забирайте всю. Всю надо забрать рыбу, обязательно. Ну, отпускать только стерлицы с тетрами и карпов кои. Все. Карпов любых, кроме цветных, забирать, амуров забирать, толстоб забирать, окуней любых, карасей. Все, что поймаете, назад вообще не выпускайте. Все забирайте. Потому что они не дают нам кувшинкам вырасти. Сколько лет мы кувшинки садим, они все их съедают и съедают. Там вот такие вот амуры есть. Подсачек сразу на берегу и валите. Если вы будете ловить так, как мы там ловим, вот просто вот закинете 10 удочек и будете вот 2 недели вот так сидеть, вы поймаетесь больше, чем мы. Это стопудово. Вот, поэтому вот можете ловить. Короче, рыбу сразу коптите, гусей тушите. Утка там есть, вот я покажу, какую утку тоже тушите, чтобы голодные здесь не были. Собак кормите. Что? Я думаю, справимся. Стопудово, я вас Два уверен. занятия. 2 занятия Любых. есть. Хотя, Каких-нибудь. да, вот ты кисточки привез, покрасил этот вольер Ага. и наполни его. А что ты смеешься? Ты будешь с нами работать. Ну, он как раз на 3 недели наполнять дровник. Видишь, работа есть. Ника, ты все запомнила? Есть и отдыхать. Все, друзья, продолжение черничного хутора будет на канале «Дела семейные» из деревни на хутор. Да. Все, до свидания всем. Всем пока. Ник, бери котлету. Нет. Чего? А что ты хочешь? Хочу гуся. Гуся прям сейчас? И белки на молоко, да? Да. Запить.